Друзья, всем привет! В своих предыдущих видео я уже достаточно много рассказывал про разного рода камеры видеонаблюдения, в том числе и про те, которые стоят на нашей даче, и рассказывал, как подключать данные камеры непосредственно к компьютеру при помощи программы CMS. Но вышла еще одна программка, которую хочу вам сегодня показать. Называется эта программа VMS. И забегая наперед, скажу, по сути, это абсолютно то же самое, что и CMS. Разница лишь в том, что у VMS будет, на мой взгляд, дружелюбнее интерфейс к пользователю, а по функционалу, по сути-то, то же самое. Ну, посмотрим. Поехали. Итак, для сравнения мы начнем конкретно с CMS Polyvision программки. Как помним, вот так она выглядит. Здесь у нас добавляются камеры. Справа у нас разного рода менюшки, которые мы выбираем для настроек системы, записи, опций и так далее. А здесь на основном экране мы видим непосредственно то, что у нас происходит с наших камер в данный момент на даче. Чтобы было зайти в настройки, нам нужно было нажать правой кнопкой мыши и зайти в конфигурацию устройства. Появлялось вот такое окошко, где мы уже имели кучу разного рода тонких настроек и все настраивали. Теперь же мы перейдем к программке VMS. Для начала нам нужно ее, конечно же, скачать. VMS у нас бывает как для Windows, так и для macOS. И найти эту программу вполне легально можно на сайте xmi.org, либо на сайте того же Polyvision, polyvision.ru. Здесь мы можем скачать VMS для Windows, и здесь мы тоже можем скачать VMS для Windows. Качаем архив, устанавливаем программу, заходим в нее и начинаем рассматривать. Итак, открываем программку. При входе нас попросят ввести пароль и имя пользователя. Изначально по стандарту идет админ. Заходим в программу и видим вот такой вот интерфейс. Изначально мы попадаем в менюшку, из которой мы уже будем выбирать все, что нам угодно. И если вы впервые пользуетесь данной программой и уже у вас есть какая-то камера, то первым делом вам нужно добавить камеру. Делать это нужно будет вот здесь, в диспетчере устройств. Как бы вот это идут основные вот функции. И на самом деле основные кнопки, которыми мы будем пользоваться, это диспетчер устройств для добавления камеры, монитор для просмотра и конфигурация устройства, если мы хотим что-то в ней настроить. Начнем с диспетчера устройств. Переходим в диспетчер устройств и видим здесь вот такую картину. В моем случае я уже добавил несколько камер. Это те камерки, которые висят у меня на даче. Здесь отображается их название, здесь их Cloud ID, при помощи которых мы добавляем их удаленно. Здесь для примера IP, если мы добавляем их по локальной сети, версия прошивки и еще куча всяких мелочей. Как видим, две камеры на данный момент у меня в сети. Чтобы добавить камеры в этой программе, мы заходим в диспетчер устройств и либо делаем поиск по IP, либо добавляем их по Cloud ID, как я уже говорил, который мы здесь вводим. Жмем кнопку «Добавить», и после этого камера добавляется уже непосредственно в саму программу. Причем, в отличие от CMS, когда вы заходите в программу VMS, все подключенные камеры сразу подключаются здесь автоматом. Но это, наверное, ставится в настройках. А в той же самой CMS надо постоянно тыкать по каждой камере, подключать ее отдельно. Возвращаемся в главное меню, и после того, как мы добавили наши камеры в диспетчере устройств, заходим в кнопку «Монитор». Дальше все стандартно. Видим разного рода снизу сеточки на разное количество камер. И сюда же мы добавляем наши камеры. Выбираем первую, жмем 2 раза. Появляется камера. Заходим сюда, опять же правой кнопкой мыши, выберем сразу субпоток. И появляется вторая камера. По сути, мы точно так же можем смотреть, что происходит у нас на дачке. Если нажать здесь на камеры правой кнопкой мыши, мы можем выбрать как основной поток, так и субпоток. Основной поток — это максимальное разрешение, то есть HD, Ultra HD и так далее. Субпоток, наоборот, с меньшим количеством трафика.
можем закрыть, перезагрузить камеры, зайти в их конфигурацию, выйти и так далее. То есть, по сути, мы можем управлять и отсюда. Дальше посмотрим на кнопку записи. Здесь мы можем посмотреть внутренний архив той или иной камеры. То есть мы зайдем в эту вкладку, нажмем, поставим сюда галочку, допустим, на камеру, которая висит у нас на сарае, выберем временной промежуток и нажмем поиск. При этом, как видим, снизу начинается поиск файлов у нас на флешке на самой камере. И вот по времени мы можем выбрать любой промежуток времени, посмотреть, что происходило в это время у нас во дворе. То есть нажимаем на файлик, жмем «Воспроизвести». И вот мы видим, пошло воспроизведение. Тут же можно сразу и закачать данные файлы непосредственно на компьютер. Возвращаемся в главное меню, смотрим остальные кнопки. Журнал тревог, настройки записи. Здесь мы можем выставлять, куда будет у нас записывать, на какой из дисков уже непосредственно на компьютере камера, если мы будем производить запись на компьютер. В журнале мы можем здесь потом увидеть, какие действия были по самой камере непосредственно и по приложению. В журнале тревог будут отображаться тревоги с камер. И по этим менюшкам, по сути, все. Дальше посмотрим конфигурацию устройства. И это самое интересное, потому что все тонкие настройки прячутся у нас именно здесь. Если мы зайдем в конфигурацию устройства, выберем одну из наших камер, то видим, появляется опять же куча всего. Если зайти в систему, то здесь пойдут настройки времени и даты. Также здесь можно при заполнении диска поставить перезапись или останавливать. Многие спрашивали, где это делается. Вот, пожалуйста, это можно сделать именно здесь. Как помните, в программке CMS у нас была такая вкладка, называлась она «Службы». И там мы могли видеть кучу полезных плюшек, таких как отправка фото на электронную почту и FTP-сервер. Здесь же это находится во вкладке «Сеть». Заходим сюда и видим все эти настройки, которые были там, они вот тут. Это TCP/IP, облако, включать-выключать, настраивать электронную почту, менюшки все те же абсолютно, что и в программе CMS, FTP-сервер и все остальные примочки, такие как DNS, RTSP и так далее. Все это находится именно тут. Можно настраивать компрессию разного рода, выбирать, вот у меня сейчас стоит, что камера снимает Full HD, это камера на 2 мегапикселя. Можно выбрать кодек, качество, количество кадров в секунду поставить от 1 до 25. Ну, у меня стоит средняя 12. И выбрать постоянный либо переменный битрейт, поставить его даже принудительное значение. Как видим, тут куча всего, настроек разного рода. Это все гибкие настройки нашей камеры. Как с изображением, наложением даты времени и разного рода названий, конфигурации ПТЗ, крутилки, настройки тревоги, умные тревоги, настройки освещения, управление дисками и так далее. Все это в конфигурации устройства. Также на этом уровне вкладок мы можем увидеть настройки тревоги, то есть это настройки самой программы тревоги. Можем выбрать разного рода файлы, которые будут воспроизводиться как аудиосигналы при той или иной ошибке. Точно так же можем поменять пользователя, сделать разных пользователей в данной программе, настройки системы и так далее. И последнее, что здесь есть, вкладка исключения. Здесь мы можем сделать план, то есть сделать скриншот какой-нибудь карты местности, если у вас камеры в разных местах. Сюда его вставить, обозначить, где какая камера находится, подключить к программе аналоговый декодер, если он у вас присутствует, сделать бэкап настроек или сделать обновление той или иной камеры. Вот, в принципе, и все. В этой программе, повторюсь, абсолютно все те же функции, что и в программке CMS. Но с вот таким вот интерфейсом, может быть, он вам покажется более дружелюбным, потому что в CMS
действительно все распихано абы как. И, если честно, изначально в ней разобраться было, достаточно сложно на самом деле. А здесь со старта самые нужные функции собраны в кучу. Это диспетчер устройств, монитор и записи, плюс конфигурация устройства. Рядовому пользователю вот эти 4 кнопки, и больше ничего не нужно. Добавили устройство, зашли, посмотрели, если нужно, скачали записи, и в конфигурацию устройства во вкладке «Сеть» настроили FTP и электронную почту, чтобы основные примочки работали. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Если видео было кому-то полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, там будет все про мои камерки. Обязательно посмотрите плейлист про видеонаблюдение, там очень подробно рассказано про кучу всяких функций. Вот, как-то так. Всем пока!